Вот такую шкатулку я нашла на блошином рынке за 1 евро. Она была покрыта зеленой морилкой, внутри вообще пустая, ничего особенного. Но я ее все равно взяла. Сейчас я покажу, что я в ней увидела и почему такие вещи не стоит пропускать. Во-первых, это форма, очень аккуратные ножки, сами линии уже выглядят интересно. И второе, это дерево. Здесь ель, и у нее очень красивая текстура. Просто под этим слоем морилки ее было не очень видно. То есть сама вещь простая, но основа у нее хорошая. Первое, что я буду делать, я буду снимать весь этот зеленый слой крупной наждачкой на улице, потому что пыли очень много. И здесь главное добраться до чистого дерева. В этот момент уже начинает появляться то, ради чего все это делается. Дальше я перехожу на мелкую наждачку, уже дома выравниваю поверхность, чтобы она стала гладкой, потому что именно от этого зависит, как потом будет выглядеть дерево. Соответственно, я пользуюсь перчатками и работаю в проветриваемом помещении. Вот так шкатулка стала выглядеть после шлифовки. Я прошлась и снаружи, и внутри. Крышку я сняла заранее, так намного удобнее работать. Поверхность уже гладкая, чистое дерево, и видно, что у него есть потенциал. А дальше момент, ради которого все это делалось. Сейчас я нанесу морилку, и станет понятно, почему я ее вообще взяла. Беру морилку цвета орех. Она на водной основе, без запаха. Мне это очень важно, потому что я работаю дома. Наношу обычной кистью, она хорошо распределяет состав, без пятен и разводов. И вот здесь уже начинает проявляться вся текстура дерева. Я люблю использовать именно морилку, потому что она сразу меняет ощущение от вещи. Дерево начинает выглядеть более благородно, как будто даже дороже, чем есть на самом деле. Появляется рельеф, проявляется рисунок древесины, все то, что было скрыто. И при этом она без запаха, спокойно можно работать дома, и это большой-большой плюс. Но это еще не финал. Дальше я добавлю детали, которые полностью соберут этот образ. Дальше я перехожу к декору. Буду использовать молды силиконовые и самоотвердевающую глину. Здесь есть один момент, из-за которого у многих не получается аккуратно. Я покажу, как я делаю, чтобы все выглядело ровно. Работаю я в перчатках, заполняю молд глиной обычным способом, но стараюсь сразу хорошо пройти все углубления. У меня есть удобные инструменты из магазина для творчества, ими легко прорабатывать тонкие детали и ничего не пропустить. И еще один важный момент. Не все молды подходят для такой глины. Если они не глубокие, с ними работать сложно. Глина плохо ложится, и детали получаются нечеткие. А вот такие более глубокие молды как раз удобные. С ними результат получается аккуратнее. И дальше самое главное. Как выровнять, чтобы не было лишнего. Я разравниваю глину пальцами от края к центру. Если начинает липнуть, использую влажные салфетки или слегка смачиваю палец. Это сильно упрощает работу, и поверхность получается ровной. Аккуратно переворачиваю молд и достаю слепок. Все как обычно, без резких движений, чтобы не повредить мелкие детали. И здесь есть один момент, который многие пропускают. Обычно такие элементы оставляют просто сушиться, но я так зачастую не делаю. Я работаю с ними сразу, пока глина еще мягкая. Сейчас я покажу, что именно я делаю дальше. И это потом очень влияет на то, как все будет выглядеть в итоге. Слепок у меня буквально пару минут полежал, глина еще мягкая, но уже держит форму. И вот именно в этот момент я и буду его приклеивать. Я не жду полного высыхания. Беру я обычно клей ПВА, чаще использую D3, но сейчас у меня D2 тоже подходит прекрасно. Наношу клей прямо на сам рельефный элемент, аккуратно промазываю, и при желании можно еще пройтись по поверхности, куда он будет крепиться. Иногда я дополнительно грунтую деревянную поверхность, использую акриловый грунт или акриловую краску с эффектом грунта. Это нужно для того, чтобы закрыть поры дерева, тогда глина не отдает влагу и не трескается. Но в этом случае я этого делать не буду, элемент у меня небольшой и поверхность уже обработана морилкой. Этого я посчитала достаточным.
После фиксации беру кисточку и прохожусь по краям. Можно слегка смочить ее водой, аккуратно сглаживать переходы и втягивать глину в дерево. Именно этот этап многие пропускают. И тогда элемент выглядит как приклеенный. Наша же цель сделать так, чтобы он выглядел органично. Как будто этот рисунок вырос прямо из шкатулки. Это буквально несколько минут, но разница сразу заметна. Следующий этап – беру акриловый лак на водной основе. Сначала рельефный рисунок из самоотвердевающей глины должен полностью просохнуть. Я обычно оставляю его на ночь, иногда на сутки, чтобы он полностью стабилизировался. После просушки осматриваю рисунок. Если есть заусенцы, подшкуриваю мелкой наждачкой. Если появляются трещинки, обрабатываю их. У меня на канале есть отдельное видео, где я подробно показываю, как исправлять трещины на рельефном рисунке. Теперь прокрашиваю лаком всю деревянную поверхность шкатулки, но рельефный рисунок оставляю нетронутым. Почему я делаю именно так и не крашу глину, расскажу чуть позже. Это влияет на итоговый вид и помогает сохранить натуральность рисунка. Также прокрашиваю внутреннюю часть шкатулки. Крышку обрабатываю точно так же. Вот так у меня получается пока на данном этапе. Даю всему изделию хорошо просохнуть. Важно: сушу не на прямом солнце, не возле батареи и обогревателей, просто в обычном помещении, чтобы все равномерно высохло и не появилось трещин. Теперь перехожу к рельефным деталям из самоотвердевающей глины. Сначала я покрываю их акриловой краской с эффектом грунта. Так я подготавливаю поверхность для дальнейшей отделки и делаю ее более ровной и прочной. После этого снова даю всем элементам хорошо просохнуть. Я не спешу обычно, именно медленная просушка дает аккуратный и долговечный результат. Теперь я беру две акриловые краски Умбра и Сиена, смешиваю их в пропорции, добавляю немного воды и перемешиваю. Получается ровный микс, с которым буду покрывать рельефный рисунок из самоотвердевающей глины. А вы как думаете, зачем я буду делать именно так? Почему не просто покрасить весь рисунок темным цветом или не оставить светлым? Позже я покажу, как получилось покрасить рельеф, и расскажу вам, зачем реставраторы делают именно так. Кстати, сейчас я вам расскажу, зачем я до этого покрывала дерево лаком. Лак защищает деревянную поверхность, которую мы покрасили морилкой. Если случайно кисточкой заденешь дерево при грунтовании или покраске рельефа краской акриловой, лак не даст краске проникнуть и испортить поверхность. И самое удобное, если что-то все же попало на дерево, можно аккуратно стереть губкой или тряпочкой. Все остается чисто и аккуратно, без лишних следов. Вот этот маленький шаг, на самом деле, лайфхак, он экономит время и сохраняет красоту шкатулки до финального этапа. Если вы думаете, что сейчас начнется самое красивое, вы ошибаетесь. Сейчас начнется самый опасный этап. Я наношу клей для потали. И дальше самый сложный момент – не трогать. У меня это занимает около 10 минут. Клей должен стать липким, но не мокрым. Так называемые до отлипа. И только после этого я беру тончайшие листы потали. Работать с поталью лучше в хлопковых перчатках. Чуть позже покажу, что происходит, если этого не сделать. И еще один момент, который сильно упрощает работу – правильные кисти. Я беру тончайшие листы потали, они буквально невесомые, и переношу их на поверхность мягкой кистью. Обратите внимание, я не тяну и не прижимаю, а именно слегка притаптываю. Очень мягко, без давления, как будто укладываю пыль. Кстати, это обычная кисть для макияжа. И честно, для потали она подходит даже лучше, чем многие профессиональные. Я постепенно закрываю весь рельеф, не пытаясь сделать идеально с первого раза. Это важно, здесь не нужна спешка. Поталь любит аккуратность и спокойные движения. А теперь момент, который многие делают неправильно. Из-за этого теряют половину эффекта. Снимать излишки нужно только после того, как поталь хорошо схватилась. Я беру вторую кисть, она более упругая, и начинаю очень аккуратно убирать лишнее. Движения легкие, смахивающие, без нажима. Не трем, не давим и точно не пытаемся соскрести. Представьте, что вы работаете с пылью золота, и вам нужно сохранить только то, что уже закрепилось. Я прохожусь по поверхности, и постепенно начинает проявляться рельеф. И вот здесь как раз появляется тот самый эффект объема и глубины. И чем аккуратнее вы снимаете излишки, тем дороже в итоге выглядит работа.
Кстати, все эти мелкие остатки я не выбрасываю. Я аккуратно собираю их в отдельную баночку и потом использую в других работах. Даже такие крошки дают очень красивый эффект. И теперь становится совсем понятно, зачем я всегда работаю в хлопковых перчатках. Если трогать поталь голыми руками, начинается химическая реакция. Она окисляется, появляются темные зеленые пятна, и тогда вся работа теряет благородство. И еще один момент, который многие упускают. Почему я заранее красила рельеф в охристый цвет и почему так делают многие декораторы? Если бы я этого не сделала, золото выглядело бы слишком новым, блестящим, почти игрушечным. А охра дает мягкий оттенок, словно золото с историей. И вот теперь, когда я аккуратно снимаю кистью излишки потали, если появляются небольшие царапки, сквозь них не просвечивает белый фон, а виден именно этот теплый охристый оттенок, который создает эффект старого благородного золота. И именно это придает работе глубину, характер и ощущения. Дальше я покажу, как красиво декорировать поверхность, чтобы золото выглядело не как новая блестящая елочная игрушка, а как настоящая античная вещь в стиле барокко, чтобы работа имела историю, глубину и смотрелась дорого, а не просто ярко и пусто. Вначале я дала работе просохнуть, оставила почти на сутки, в комнате с обычной температурой около 20 градусов. Это важно. Медленная просушка помогает клею и потали закрепиться правильно, чтобы впоследствии листы не отходили и блеск был ровным. А теперь я покрываю всю поверхность специальным лаком для потали. Он защищает золото и закрепляет листы, чтобы блеск остался ровным и благородным. После лака я снова оставлю работу просохнуть. И снова не на солнце, а просто в комнате при обычной температуре, чтобы все закрепилось максимально аккуратно. А теперь начинается самая настоящая магия. Тот момент, когда работа превращается из просто красивого декора в вещь с историей. Не блестящее новое золото, как самовар или елочная игрушка, а действительно старинная благородная вещь, которая уже имеет свою историю. И вот здесь появляется патина. Легкий темный налет, немного трещинок, мягкие оттенки, которые подчеркивают барокко и создают эффект глубины. Секрет профессионалов в том, что патину можно сделать разными способами. Можно использовать готовые декоративные патины или битумный лак, но я предпочитаю акриловые краски. А почему? Потому что с ними проще контролировать результат, работать постепенно, и они не сильно пахнут. Я слегка развожу краску водой, наношу тонким слоем на всю поверхность. И потом аккуратно стираю мягкой сухой губкой или тряпочкой. Обратите внимание, движения легкие, почти медитативные. Не трем сильно, а мягко удаляем излишки, чтобы остались только темные оттенки в углублениях рельефа. Именно так проявляется история вещи. Золото выглядит глубже, старше, благороднее. Каждая трещинка, каждый темный уголок подчеркивают стиль барокко. И знаете, это тот момент, когда вы видите, как простая работа превращается в настоящее произведение искусства. И понимаете, что каждый шаг до этого – это подготовка, аккуратность, перчатки, охра, правильное нанесение потали. Все это было ради этого эффекта. После полного высыхания шкатулки я покрываю ее лаком, акриловым лаком на водной основе. Почему именно такой лак я выбираю? Потому что он не имеет резкого запаха, безопасен и не вредный, и им можно спокойно работать в закрытом помещении, что для меня особенно важно. Параллельно с основной шкатулкой я делаю крышку шкатулки, и там применяю точно такую же технологию. Морилка, лак, рельефный рисунок и даже внутренняя часть шкатулки прорабатывается точно так же. Я применяю акриловые краски и поталь. А вот для внешней стороны крышки я подготовила кое-что особенное. И, честно говоря, вы это точно захотите увидеть. Пока не буду раскрывать все детали, но могу сказать одно. Это будет настоящий акцент работы, который сразу притягивает взгляд. И чуть позже вы увидите, что именно это будет. Вы не захотите пропустить этот момент.
Сейчас я приступаю к созданию особого акцента для верхней части крышки. Для этого я использую специальный молд и заполняю его самоотвердевающей глиной. Пока я аккуратно распределяю глину, вы уже можете заметить, как постепенно проявляется рельеф. Совсем скоро вы увидите, что именно получится, а пока наслаждаемся процессом. Когда молд полностью заполнен, я аккуратно вынимаю готовый рельеф, затем наношу на изнаночную сторону тонкий слой клея ПВА, чтобы приклеить его к крышке. Делаю это аккуратно, равномерно, чтобы каждая деталь легла на свое место. И вот, когда рельеф закреплен, вы видите, что это лев – символ силы, благородства и защиты. Именно этот акцент делает верхнюю часть нашей шкатулки особенной и придает всей работе характер и историю. Итак, эта шкатулка готова. Основа у нее это простая находка с блошиного рынка за 1 евро. Сейчас это уже законченный предмет, собранный по слоям. Тонировка морилкой дает глубину и возраст, поталь добавляет свет и акцент, объемный рисунок выполнен самоотвердевающей глиной, за счет этого появляется фактура, которую хочется рассматривать и трогать. Внутри аккуратное пространство для украшений или памятных вещей. Такая вещь уже не просто для хранения, она задает настроение. Снизу авторская отметка и подпись мастера. То есть это не потоковая история, а вещь с характером и происхождением. Ее можно оставить себе, подарить или спокойно выставить на продажу. Такие работы востребованы именно за счет ощущения уникальности, а не из-за себестоимости. Упаковка – крафтовый пакет или коробка, и это уже готовый законченный продукт. Напишите в комментариях, понравилось ли вам так, как получилось. И подпишитесь, чтобы не пропустить следующие преображения. Вы точно захотите увидеть, что будет дальше.